Золтан Хивай – мужчина моей мечты, угодник Махакама, партнер по бизнесу, игрок в Гвинт и просто добрый краснолюд Золтан Хивай. Эх, вот это я, сука, попал. Как 5 крон в говно. Несмотря на его рост метр с кепкой, за таким мужчиной, как за каменной стеной, а его хозяйственность в делах придает Золтану некий шар. Спустя столько лет приключений с Ведьмаком и прочими личностями, Золтан стал партнером с Лютиком, и они вместе ведут дела в Новиграде. Бордель превратился в место для джентльменов, а Золтан обрел новый дом. Несмотря на то, что в игре его не особо много, Золтан Хивай радует нас своими диалогами и неуклюжестью в некоторых вещах. Он вместе с Геральтом проделал огромный путь, чтобы найти Цири, и именно к нему с Регисом Геральт относился по-человечески. Геральт, как всегда вовремя. А ты, Золтан, как всегда, кому-то сапогом в гузно. Это кто? Местный колорит. На минуточку отошел, и ты погляди, что они с нашим домом сделали. Ладно, пора заняться весенней уборкой. Присоединишься? Да, Геральт обожал Лютика, но все-таки в бой он пойдет лишь с Регисом и Золтаном и с Роше, конечно. Золтан – настоящий бруталити Новиграда, такой мужчина на вес золота. Хивай на самом деле где-то в душе добрый и ласковый, однако мы не можем увидеть, как он общается с дамами, и поэтому можем судить его только по общению с товарищами, где он постоянно ругается. Этот прекрасный краснолюд не просто какой-то наемник, а ветеран битвы при Брейне. Она описывается в книгах на нескольких листах, но вкратце это та самая битва, которая дала королевству Севера наконец-то продвинуться вперед и отстоять свои земли хоть ненадолго перед Нильфгаардом. Золтан присутствовал во всех частях игр Ведьмака, но в третьей его показали лучше всех. Он также сражался наряду со всеми в Каэр-Моркине. Шалфей и Розмарин, доставшийся Лютику, перешел Золтану в бытовых сферах. Золтан занимается наймом сотрудников, следит за порядком и за кассой. Лютик в таких делах, конечно, никуда не годится, хоть и старается, а вот Золтан молодец. Вот Лютик не очень хороший и морально порядочный мужчина, а вот Золтан — это кладезь семьянина, который не сбежит с поля боя, но при этом достаточно домашний, нежный и пушистый. Могу лишь предполагать, так как мы не видим бесед с дамами, почти никогда не считая Цири и Присциллу. Присцилла? Что ты здесь делаешь? Какой-то мальчишка принес записку от Дуду. Конвой отправится на рассвете. Можно я останусь с вами? Я не могу дома сидеть. Я так за Лютика беспокоюсь. Не боись, отобьем твоего хахаля. С нами лучше не балуй, лишь бы цел остался. Ох, сука, я бы в рифму сказал, Геральт. Да при даме не положено. Золтан Хивай не является, конечно, примером для подражания. Все-таки он был обычным наемником, однако после того, как он остепенился, к нему стоит присмотреться. Каждый раз он помогает Геральду в любой ситуации и всего лишь один раз попросил помощи с картами. Да, игрок из него не очень, однако Золтану простительно все. Геральт, эта манда убегает с моими деньгами. Сука! Сука, с нашими деньгами! Вы только посмотрите, какая красивая запись про Золтана у Лютика в дневнике. Краснолюд, искатель приключений, ветеран Брены, неисправимый оптимист, убежденный альтруист, любитель крепких напитков и громких песен, мастер игры в Гвинт, а прежде всего наш с Геральтом близкий друг и верный товарищ. Все это Золтан Хивай. Много лет назад началась наша дружба, когда мы с Геральтом наткнулись на Золтана и его компанию в опустошенном войной Заречье. С тех пор наши пути то и дело пересекались, а в последнее время мы стали и вовсе неразлучны и в беде, и в радости. В начале нашего повествования Золтан был моим компаньоном. Мы совместно владели заведением Шалфей и Розмарин в Новиграде. Шалфей и Розмарин превратился в хамелеона, и именно здесь разливается вино, поют песни и принимают гостей. Золтан не вернулся в Махакам, но при этом нашел свой дом, в котором его любят и ценят. А это не так и мало для обычного краснолюда. Хивай время от времени берет в руки оружие, но в обычной жизни он наслаждается бытовыми беспорядками, которые происходят в кабаре, и получает удовольствие от жизни. Будут ли у Золтана новые приключения? Мы пока этого не знаем, но одно мы знаем точно: Золтан Хивай – лучший мужик Махакама.